Well, you don't know, I'll make it clear. You got someone who loves you, dear. I know you're scared, afraid of love, but I'm here to make your heart rise above. Lucy, Lucy, Lucy on my mind. Lucy, won't you choose me? Lucy on my mind. Что делать, если отдохнуть очень хочется, а времени на это мало? Оптимальным решением мне показалось съездить на Урал. Это не очень далеко, порядка 800 километров. И это горы, там есть горнолыжки. Может быть, для кого-то это нормальная практика на выходные съездить на Урал, покататься, но для меня эта поездка была немножко волнительная. Во-первых, потому что Урал всегда как-то проезжался мимо, не удавалось как-то хорошо его разглядеть. В основном из-за того, что на всех перевалах там растут елки и ничего не видно. Когда я планировал поездку на Урал и начал искать в интернете, какие же места реально захватывающие, все фотографии какие-то не впечатляющие. Во-вторых, мой опыт катания на лыжах составляет всего лишь 10 спусков на Свияге. Но к великой радости у меня есть Булат, который умеет держаться на доске. В любом случае, вдвоем всегда веселее. Заезжая в Уфу, мы благополучно проскочили поворот на объездную дорогу. Кстати, заезд в Уфу очень впечатлил. Нормальное шестиполосное шоссе с ограничением в 90. К сожалению, в центре и дорожное покрытие, и ширина, и вообще культура вождения, конечно, оставляет желать пока еще лучшего. Как тебе Уфа? Деревня, Казань чем-то похож. Кстати, строят какую-то огромную мечеть, видимо, чтобы как-то соревноваться с другими мусульманскими республиками. Причем находится она как-то немножко не в центре, а... Ну, не знаю, вообще я не очень понимаю, где в Уфе центр. Видимо, все, что с той стороны реки Белой. Кстати, видимо, название этой реке давали зимой. Урал, конечно, не Кавказ, нет каких-то огромных высот, перепадов высот, каньонов, но на самом деле огромные высокие ели, березы, и вообще такой лесной, уютный достаточно.
Кстати, на той стороне Урала снега в этом году практически не было. Там по полям ездят легковушки. Хорошо, что еще на горнолыжке хотя бы снег лежал. Морозная погода принесла очень чистое небо и очень классные фотки.